В эфире телеканал «Звезда», программа «Военная приемка». И тема этого выпуска – работа одного из самых секретных спецподразделений страны – Центра специального назначения ФСБ. Центр специального назначения ФСБ, или, как обычно все его называют в сокращенном варианте, ЦСН. Кадры, которые вы увидите сегодня, еще год назад в эфире российского телевидения просто невозможно было представить. Но появились определенные обстоятельства, и ЦСН раскрывает кое-какие тайны. Цель! Все, кто интересуется военной тематикой, слышали и про Альфу, и про Вымпел. Эти подразделения, созданные в недрах Советского комитета госбезопасности, легендарны. Вспомните хотя бы штурм дворца Амина в Афганистане. Так вот, в наше время и Альфа, и Вымпел переродились в управление А и В. Эти подразделения стали более вооруженными и более мощными, и даже в таком виде они всего лишь часть уникального центра. Так что ЦСН – это больше, чем вы думаете. Тем более, если учесть, что теперь у центра появились подразделения на Кавказе, в Крыму и еще много всего интересного, о чем в телеэфире ЦСН рассказывает впервые в год своего 20-летия. Только сегодня вы увидите, как боевые пловцы ЦСН проводят учебные операции по освобождению захваченных судов в открытом море, десантируясь в воду в ночи с парашютами. Мы покажем, как офицеры центра будут освобождать заложников в условиях, когда террористы решат устроить газовую атаку. Кроме этого, мы побываем в классе подготовки снайперов, расскажем, как устроен уникальный трейлер с роботами. Наконец, мы пройдем с этими парнями по горам Крыма и Кавказа, спустимся на дно Черного моря. Словом, это будет такое приключение, какого еще никогда не переживала военная приемка. Для того, чтобы попасть на территорию Центра специального назначения ФСБ, вам нужно пройти сложную систему шлюзов, контрольно-пропускных пунктов, снимать там мы не имеем права. И вот вы оказываетесь на этой территории. Как вы думаете, каковы впечатления человека, который впервые заходит на эту землю? Это бесчисленное количество детских колясок, самокатов, велосипедов. И все это совершенно спокойно стоит на улице, без цепей и замков. И пока мамы играют с детьми, а сами дети осваивают свою первую в жизни колесную технику, их папы отрабатывают технику штурма. Кто-то на канате спускается с вертолета, кто-то вылетает на этот штурм из броневика, кто-то управляет роботом. И все это прямо тут, на территории городка. Так что многое из того, что происходит в этих учебных боях, видят и жены, и дети. И кажется, что на этой закрытой территории для них открыты любые двери. Оказалось, что вот этот вот фактор компактности, он в том числе и играет на патриотическое воспитание детей и на правильное понимание женами тех условий, в которых проходят службу их мужья. Ну да, когда ты ждешь мужа из какой-то долгой командировки, всегда проще, когда ты не один, а рядом с тобой какая-то поддержка. Да. И, так и есть. Так и есть. То есть даже если вот происходит какая-то трагедия, то в том числе рядом с родственниками оказываются там жены боевых товарищей, которые могут подобрать правильные слова. Мы договорились, что в этом фильме не будем называть должностей. Но поверьте, наш собеседник занимает один из самых высоких постов в ЦСН. На лацкане звезда героя, получена за Нордост. И вот сегодня именно этот человек станет для нас своего рода проводником в этот закрытый мир спецгородка, спецподразделения ФСБ. Это сейчас мы с вами куда пришли? Это стрелковый тир, так называемый объект 100-метровый тир. Здесь сотрудники имеют возможность выполнять упражнения
из автомата и пулемета с дальностью стрельбы на 100 метров. Вы видите, что тир оборудован видеокамерами и специальными каретками, которые, движущимися каретками, которые перемещают мишени на определенную дальность. Это как пианист, который для поддержания формы за инструмент должен садиться систематически. Также и офицеры центра, независимо от опыта и звания, со своими инструментами работают минимум 3 раза в неделю. Раз в неделю автомат и 2 раза пистолет. Именно поэтому тиров у ЦСН множество. Уличный вы уже видели, теперь мы спускаемся глубоко под землю. Достаточно посмотреть на эту стену, на эту пробитую фанеру, чтобы понять, тир в центре используется постоянно. Но сегодня здесь, прямо в тире, офицеры центра сформировали достаточно сложную для себя оперативную обстановку. Представьте, что вот это коридор некоего офисного здания. Справа один офис, слева другой. Задача, ну, мы бы сказали, зачистить. Нет, правильно говорить, досмотреть эти помещения. В чем сложность? Перед нами открывается большое количество потенциально опасных направлений, где может находиться противник. И поэтому это может быть подвал, чердак, духовое окно. Внимание, вперед! Какие боеприпасы у них сейчас в этот момент? Используем пистолетные патроны калибра 9х19 парабеллум. Пистолетные. Пистолетные. Патрон обладает небольшой мощностью, которая позволяет достаточно безопасно проводить тренировку, не разбивать мишенное оборудование. Пока один офицер осматривает комнату, второй держит под прицелом коридор. Стоя спиной друг к другу, эта пара продвигается вперед. И вот теперь представьте, какой у них уровень владения оружием, если стреляют они во все стороны боевыми патронами, поражая только мишени. А ведь рядом, помимо инструктора, находится еще и наша съемочная группа, а это несколько человек. Что? Крикнул. Мы наблюдаем ситуацию, когда была сымитирована задержка на основном оружии, на пистолет-пулемете, и сотрудник перешел на резервное оружие, на пистолет, и продолжает выполнение задач. А вот они идут сейчас между собой, ну, практически не разговаривают. Там авария, красный, зеленый. В реальном бою такая же ситуация? Абсолютно то же самое. Нет вот этих ля-ля-ля, пип-пип. Нет, максимальная реалистичность, невербальная коммуникация, взаимодействие сотрудников между собой доводится до автоматизма. Красный! Красный! Красный – стрелять не могу. Зеленый – готов к бою. И общение, и движения очень скупые и отточены до автоматизма. Наблюдать за работой этой пары интереснее, чем смотреть нечто подобное в кино. Ну а еще больше эмоций испытываешь, когда в тире гаснет свет, и упражнение повторяется в темноте. Обратите внимание, из источников освещения только фонари, закрепленные на оружии. Вообще, работа в темноте – это сильная сторона ЦСН. И этим офицеры пользуются, и поэтому многие серьезные операции проводят именно по ночам. И поэтому такие тренировки в условиях абсолютной темноты проходят систематически. Например, в Крыму мы видели ночное десантирование на воду в ластах маски и с автоматом. Про все эти учебные операции мы расскажем чуть позже, а пока возвращаемся в тир, где уже знакомая нам атакующая пара усложнила себе задачу. И дальше на штурм эти парни идут без фонарей, вооружившись только приборами ночного видения. Точно так же скрупулезно идет и подбор оружия. Ну вот, например, сегодня для работы в тире сотрудники взяли пистолет, это Glock 17. Как вы успели заметить, все оружие у нас оснащено подствольными фонарями. Ну и, конечно же, автомат с глушителем, точнее, с пламегасителем. В данной ситуации сотрудник оснащен пистолет-пулеметом «Витязь-СН». Сейчас он это продемонстрирует. А оружие все-таки единообразное или даже оружие? Каждый сотрудник может под конкретную задачу выбирать свое. В зависимости от поставленной задачи командир группы дает указания, с каким вооружением
сотрудник будет выполнять поставленную задачу. А выбор оружия в ЦСН богат как нигде. Одних только снайперских винтовок мы видели целую коллекцию, где есть и английские, и немецкие, и швейцарские, ну и, конечно, наши российские образцы. И не надо упрекать снайперов в отсутствии патриотизма. Просто для каждой работы есть свой инструмент, и этот инструмент обязан быть лучшим. Но что касается патриотизма, с этим в ЦСН все в порядке. В центре выстроена четкая иерархия ценностей. Помните, как это было у пионеров? Общественные интересы выше личных. Так и тут. Каждый сотрудник должен помнить о том, что он в первую очередь гражданин своей страны. Потом в том, что он сотрудник Федеральной службы безопасности. Только после этого он может гордиться своим подразделением, в котором он служит. То есть интересы страны для офицера ЦСН должны быть выше всех профессиональных ценностей. Важнее только одно – понятие о том, что ты в первую очередь человек, который пришел на эту землю жить и только потом служить. Сначала ты человек. То есть подчеркивает о том, что ты homo sapiens, думающий человек. Слово «думающий» – одно из важнейших в спецподразделениях ФСБ. Не случайно в этом городке построен целый учебный корпус, который чем-то напоминает школу, где есть класс огневой подготовки, инженерной, снайперской. И таких классов здесь множество. Следующий объект, в который мы попадаем вместе с офицером управления А, это тренажерный зал. Понятно, что здесь не школа и занятия по физкультуре вовсе не обязательны. Каждый сам приходит сюда. Да, это у нас необязательный зал, необязательное занятие, но сотрудники, большинство имеют какую-то направленность по рукопашному бою, по плаванию, по бегу. Вот. И сюда приходят уже для того, чтобы как-то усовершенствовать свои вещи, на что-то обратить особое внимание. Виды спорта, например. Ну, виды спорта мы, конечно, выделяем это единоборство, борьба, бокс, рукопашный бой. Вот. Также много у нас лыжников, легкоатлетов, пловцы есть. Что касается пловцов, то в центре создана целая группа боевых пловцов. Сегодня они отрабатывают ситуацию, когда под водой у одного из них противник прострелил дыхательный аппарат. И теперь вчетвером им надо дышать 3 такими аппаратами. Чтобы вы понимали, такое плавание длится часами. А после начинаются прыжки в воду в аквалангах с вышки. Пройдет неделя, и все то же самое они будут делать уже не в бассейне, а в открытом море. И прыгать им придется не с вышки, а с вертолета. Ну а потом эта группа уйдет под воду, просидит там ночь и на рассвете начнет штурм корабля, захваченного пиратами. Впрочем, об этом мы расскажем в следующей серии. А пока важно понимать, что несмотря на свой основной водно-подводный профиль, эти парни наравне с остальными работают и на земле. Достаточно сказать, что боевые пловцы были в числе первых, кто вошел в зал с заложниками во время штурма театрального центра на Дубровке, захваченного террористами. И вот этот принцип универсальности сложился еще со времен Альфа и Вымпела. Более того, в случае необходимости оба спецподразделения КГБ объединялись. А вот настоящее слияние произошло 8 октября 1998 года, когда Владимир Путин, тогда еще директор ФСБ, подписал приказ о создании Центра специального назначения. И уже тогда стало ясно, что базироваться он будет в подмосковной Балашихе. Именно здесь и работает сегодня военная приемка. Ну вот она, это база Центра специального назначения ФСБ в подмосковной Балашихе. Сказать честно, когда мы первый раз приехали на эту территорию несколько часов назад, здесь никаких работ с альпинистами не были. Мы были уверены, что это обычное здание, точно так же, как и этот особнячок. Но стоит зайти сюда, мы видим, что, во-первых, все стены в этом здании покрыты вот такой толстой резиной. И здесь
можно стрелять боевыми боеприпасами, и здесь как раз проходит учение. В данный момент что происходит? Отработка коридора с диагональным и Т-образным расположением комнат. Комната справа, дальше коридор направо уходит. Котик, вправо бери. Это здание называют киллхаус. В отличие от тира, тут несколько этажей и очень короткие дистанции для стрельбы. Все как в реальном доме. Итак, следим за группой захвата. Контроль! Впереди идет щитовой. Он одновременно и главный направляющий группы, и человек, принимающий огонь на себя. Что важно, все мишени в этом доме с электроприводом. Попал, мишень упала. Надо будет, ее снова поднимет оператор, находящийся в зале наблюдения. И еще важный момент. Этот же оператор может добавить звуковой эффект. Сегодня это плач, а скорее даже вой. Вой женщин, которых захватили боевики. Уметь сохранять самообладание в такой ситуации тяжело вдвойне. Сколько у вас боевых командировок за спиной? Достаточно. А вот таких зачищенных зданий? Тоже достаточно. Что значит сотрудник ФСБ ни при каких обстоятельствах не расколется. Но, тем не менее, возникает вопрос, когда за спиной там сотни, тысячи зачищенных зданий, зачем в 100-й и в 101-й раз возвращаться вот в это уже давным-давно пройденное здание? Поддерживать свои навыки на достаточно большой высоте. Вот тут, кстати, у нас есть возможность показать устройство. Это резиновая крошка, которая засыпана между стенами. То есть, что важно, здесь можно стрелять боевыми Совершенно верно. патронами, не боясь получить Рикошет. рикошет. Да, и не боясь, что будет стена пробита на вылет. А теперь давайте представим, что чувствует человек, на которого несется спецназ ФСБ. Вот сейчас мы вместе с инструктором в роли... Сигнал. Да. В этот момент обе группы синхронно заходят в помещение. Мы по сценарию, конечно, бы уже с вами давным-давно лежали бы. Смысл тогда в этой ситуации им заходить в помещение и продолжать зачистку? Проконтролировать, что больше преступников здесь нет, противника нету, все уничтожены. И еще, посмотрите на реакцию инструктора. Несмотря на то, что ему под ноги летит пусть и светошумовая, но все же граната, а воздух сотрясает грохот пусть и холостых, но все же выстрелов, он даже не шелохнется. Вот они, железные нервы. Это знаете, как у каждого альпиниста, который идет в горы, есть свой рюкзак, в котором нет ни грамма лишнего. Также и у офицеров центра существует своя как-то сумка, рюкзак, как мы это называем? Сумка. Здесь находится экипировка, необходимая сотруднику для проведения тактика огневой тренировки. Сегодня здесь в тире. Сегодня здесь в тире. Первое, что мы надеваем, это... Пояс. Тактический пояс, мы так его называем, с элементами бронезащиты, встроенные сюда, на котором расположены, да, различные подсумки для магазинов, сумка для сброса, противогаз. Сумка для сброса – это потому, что порой приходится работать, не оставляя следов. Скажем, на Кавказе отработанный магазин никогда не выбрасывают. А противогаз – это для работы в условиях, когда противник пускает газ. Такое тоже бывает. А бывает и так, что из тактических соображений газ приходится использовать самим. Немногие знают, что сейчас такие ситуации по спасению заложников из задымленных или загазованных помещений сотрудники ЦСН по много раз отрабатывают на учениях. Дальше, следующий элемент. Бронежилет, совмещенный с разгрузкой. То есть разгрузочная система, которая позволяет размещать магазины на себе. Ну, вес с учетом того, что там уже боеприпасы, ну, не такой большой, как, честно говоря, ожидалось. Все зависит от того, какие бронеэлементы находятся непосредственно в разгрузке. Потому что плиты, которые мы используем, имеют разный класс защиты, поэтому в зависимости от задачи мы можем комбинировать тот или иной вариант плит. Прежде чем говорить про шлем, стоит зайти в музей ЦСН, где хранится один очень интересный экспонат из прошлого.
Это не результат испытаний. Пуля вошла в прозрачную броню во время реального задержания. Уточним, сейчас такие тяжелые шлемы уже не применяются, а вот забрала используются. Для них на шлеме предусмотрен крепеж. Кроме этого, тут же есть крепеж для прибора ночного видения и плашка с липучкой, куда крепится позывной. Кроме этого, на шлем ставится идентификационный маяк. Ведь на штурм может идти не одна группа, а несколько. И включив маяк в определенном ритме, все понимают, что этот человек из нашей группы. Ну и, наконец, на шлеме предусмотрен крепеж для активных наушников. Так что у этих парней ни одной случайной детали на форме нет. И вот теперь давайте выйдем на улицу и посмотрим по сторонам. Оказывается, тут в центре выстроен целый квартал таких домов для тренировочных боев. Этот дом можно назвать типичным для Кавказа. Тут нет забора, зато есть внутренний двор, то есть перед нами, по сути, крепость. Этот особняк типичен для операций по задержанию чиновников-коррупционеров. Забор тут высокий и надежный. Ну а в таких деревенских домах были случаи, скрывались шпионы. Отдельного внимания заслуживает многоэтажка. И вот тут, конечно, мы должны были бы зайти в нее, но давайте в этом месте перенесемся на Кавказ. В Пятигорск, где одно из подразделений центра получило место постоянной дислокации. И тут тоже есть свой тренировочный городок. И в этом городке, конечно же, построен тир. Между прочим, самый крупный подземный тир в России, где галереи Т-образные, мишени исключительно передвижные, а ширмы-перегородки пуленепробиваемые. Впрочем, не будем долго задерживаться в тире. Давайте лучше пойдем в многоэтажку. Мы поднимаемся по лестничному маршу и сначала заходим на 2-й этаж, потом возвращаемся на лестницу и идем на 3-й. Дальше то же самое делаем на 4-м этаже. И что мы видим? Что планировка на этажах разная. Ноги под себя! Ноги под себя! Вперед! В одном случае это обычная квартира, в другом – школьный класс, в третьем – офис. Ну а самое интересное сегодня происходит в шахте лифта, где отрабатывается тактика скрытого проникновения на этаж с использованием этой самой шахты. На данном этапе, когда уже работа в лифте, шахта, нужно учитывать все маскировки, звук, свет, то есть максимально тихо, чтобы нас никто не обнаружил. И если вы спросите, почему на Кавказе ЦСН решил построить свой новый городок, мы ответим, именно тут сейчас проходит основной объем боевых операций, причем в тех местах, куда редко добираются СМИ, и поэтому о них мы знаем совсем немного. Именно здесь центром были ликвидированы крупнейшие террористические группировки и уничтожены их лидеры. И вот теперь каждая из этих операций посвящен стенд в музее. В этом подземном бункере прятался Масхадов, в этом скрывался Саид Бурятский. А это одна из тех операций, которой в ЦСН гордятся. Ингушетия, село Аршты, где окопалась банда, подчиненная доку Умарову, тому самому, кто взял на себя ответственность за подрыв Невского экспресса. Их было 18 человек, то есть, как мы видим, это был февраль 2010 года. С учетом особенностей, которые отражают оперативную обстановку в этом регионе, это большое количество местных жителей, которые собирают черемшу. И незаметно проникнуть туда было крайне тяжело, потому что все время ты оказываешься в поле зрения тех или иных местных жителей, черемши, которые, в принципе, большинство из которых было пособниками вот этих самых бандитов. 2 суток сотрудники ЦСН провели в снегу, изображая из себя сборщиков черемши и параллельно блокируя район. Когда боевики поняли, что их обнаружили, попытались сбежать, но было уже поздно. Особенностью этой операции в том, что мы смогли полностью окружить местонахождение бандитов и классическим способом, способ молота наковальня, мы осуществили это мероприятие. Но надо сказать, что большая часть бандитов все-таки была поражена огневыми средствами. Снайперами. В том числе и снайперским огнем. Таких операций на Кавказе ЦСН провел как нигде много. И поэтому из всех домиков в Балашихинском тактическом городке тот самый, типичный для Кавказа, сейчас пользуется наибольшим спросом.
Что ж, давайте покажем, как проходит такой штурм. По легенде, в доме засела банда дерзких террористов. И когда к воротам подъехали броневики с надписью «ЦСН», эти дерзкие тут же открыли огонь. Более того, под машину они бросили гранату. В ответ офицеры центра начали стрелять из пулеметов и гранатометов. Обратите внимание, какое редкое сочетание. Патроны на этих учениях холостые, а выстрелы из гранатомета боевые. Да такие, что стекла летят. И вот тут надо сделать паузу и рассказать немного об этом фантастическом броневике. Эта машина стала настоящим символом ЦСН, Центра специального назначения ФСБ. Броневик по имени Фалькатус. И с особенностью у нее две распашные двери. Открываются они достаточно легко, имеют большое пространство для того, чтобы сотрудники могли быстро выходить в атаку. Здесь броня на колесах, то есть помимо того, что сами колеса пуленепробиваемые, точно такая же и броня сверху. Ну и стоит добавить, самое главное, у нее высший 6-й уровень защиты. Даже тут говорят 6++. Конечно, такого класса 6++ не существует. Есть 6А. Просто все эти плюсы родом от истребителей поколения 4+. И это такое интуитивное сравнение. Ведь что и говорить, Фалькатус – машина суперсовременная. И уж точно она истребитель. Истребитель от слова «истреблять». Давайте покажем, как выглядит эта машина изнутри. С каждой стороны по 3 сиденья, то есть бойцы спецподразделений сидят плечом к плечу. Еще одно место такое же у нас в корме. Здесь место для пулеметчика. Итого сколько человек здесь? Группа? 8 человек. 8 человек плюс командир и плюс водитель. Водитель, да. Пилот называется. Говорят, машина мягкая. Мягкая в каком смысле? По езде, ну, потому что она много весит, поэтому на ходу она, да, мягкая. Она, кочки, она съедает легко. Максимально какую скорость набирали? Максимально она до 200 километров разгоняется. Уточним, эта скорость в 200 км в час была достигнута на испытаниях. Обычно же больше 160 эту машину стараются не разгонять. Хотя все мы понимаем, что даже эта скорость для броневика просто немыслимая. Для большинства легковушек недостижимая. Кстати, как и в обычных автомобилях, в этом броневике превосходный обзор, плюс камеры по периметру. Из необычного, чего мы не видели у военных машин такого класса, вот эти шторки. Это чтобы гильзы не летели в товарища и не мешали ему стрелять. Похожая конфигурация и в «Викинге». Это еще одна машина ЦСН. Формы у нее не такие футуристичные, зато места тут побольше, чем в Фалькатусе. Ну вот еще одна очень интересная машина. Ничего подобного прежде мы не видели. Это такой передвижной гараж, ну, может быть, даже передвижное хранилище, как называть, наверное, это уже не так важно. Важно понять, что там внутри целый арсенал самых разнообразных роботов. И вот тут мы должны познакомить, ну, скажем так, с хозяином этого арсенала. И надо сказать еще несколько слов, что несмотря на то, что эти люди работают с роботами, они точно так же выходят на передовую. Правильно говорю? Правильно. Сколько роботов у вас здесь в коллекции? На данном этапе у нас 5 единиц робототехнических комплексов. Тут под каждую задачу свой робот. Отсюда выбор от самого маленького, весом около килограмма, до эдакого мини-танка весом 600 килограммов. В реальных боевых ситуациях эти машины уже принимали участие? Да, данные робототехнические комплексы применялись реально на боевых операциях. А по ним помимо лупили? Да, маленький комплекс у нас был обстрелян в одной операции. К счастью, все обошлось в строю. Самое интересное, ну, может быть, одно из самых интересных помещений находится здесь, за спиной. Это такой гараж, в который сейчас
заезжает робот, он у нас будет участвовать, будет главным героем одной из ближайших операций. Вооружен он чем? Пулемет ПКТ и реактивные штурмовые гранаты РШГ-2. Вот как работает этот робот на учениях. Операторы направляют его к воротам, робот толкает их и въезжает внутрь. А дальше начинается то, что в армии называют артподготовкой. Робот открывает настоящий шквал огня по окнам, где были замечены бандиты. И только после того, как этот маленький танк закончит свое огненное дело, настает время выхода штурмовой группы, которая, между прочим, уже подготовилась для входа с тыла. Впрочем, и тут, прежде чем идти самим, штурмующая группа отправляет робота. Правда, другого, весом поменьше. Как мы видим, крыльцо и лестница для него не помеха, и уже через минуту в здании начинается стрельба. Это оператор дал команду открыть огонь, увидев бандитов. Ну а дальше, после этой зачистки, в дом отправляется служебная собака. Вместо обычного ошейника на ней специальная подвесная система с камерой. Итак, робот отработал. Теперь мы отправляем собаку. Отправляем. Чужой. Со словами Чужой. «чужой» Грок понесся вперед. И мы имеем возможность наблюдать все то, что видит сейчас эта собака. Вот он, пес несется по коридору. А смысл его отправлять, если мы уже отправили робота? Во-первых, собака пройдет там, где не пройдет робот. Собака найдет укрывшегося человека, которого не найдет робот. Бельгийская овчарка по кличке Грок – единственный член штурмовой группы, которого вы можете увидеть в открытую. Пес бегает по коридорам, короткий поиск по дому, и наступает час атаки. Сказать честно, эту сцену мы снимали с нескольких дублей, и собаку это нисколько не смущало. Каждый раз она мертвой хваткой цеплялась за куртку сотрудника, которому поручили играть роль террориста. Собака работает. Навязала борьбу, начала задержание. А теперь немного статистики. На Кавказе собаки поймали главного финансиста террористов Абу Хавса, выделявшего деньги на захват школы в Беслане, Абу Умара, подготовившего взрывы жилых домов, и именно собаки вычислили бункер, в котором прятался Аслан Масхадов. Ликвидация одиозного лидера Аслана Масхадова – это, в принципе, заслуга нашей собаки, в том числе и нашей собаки. То есть вы там были, когда ваша собака нашла Масхадова? Собака моего напарника нашла Масхадова, мы были вместе, работали на этом адресе вместе. Это было достаточно тяжелое мероприятие. Это было 8 марта 2005 года, когда оперативники подтвердили, что в селе Толстой-Юрт, в одном из домов, где живут женщины, прячется лидер чеченских сепаратистов Аслан Масхадов. Но где конкретно, неизвестно. Поиски продолжались несколько часов и безрезультатно, пока к операции не подключилась женщина. Обратились ко мне с вопросом, что с точки зрения женщины в адресе не так. Надо было пойти посмотреть, собрать какую-то оперативную информацию и понять, есть ли там признаки нахождения большего количества людей, чем было обнаружено в адресе. И вы как женщина, не как сотрудник С женской СССР. точки зрения там было не так все, потому что адрес был перевернут вверх дном. Но да, там было большое количество мяса, приготовленное для плова. Секундочку, мясо, вы сразу понимали, что это мясо не на 2 человек? Ну да, конечно. Что собирались кормить? Как домохозяйка, да, понимаю прекрасно, какое количество мяса нужно на 2 человек, а какое на 6, 7 и больше. Применили собаку, запустили собаку в дом. Собака тут же легла на то место, где впоследствии был найден вход в бункер. Давайте покажем. Вот представим, легла, что под нами как раз. лежать. Собака обозначила укладкой, он лег. Тут же был вызван по станции сапер, который ровно на это место положил энное количество взрывчатки. Раздался взрыв, и мы получили вход в бункер. Итак, вернемся к нашему штурму. После того, как отработали роботы и прошла собака, в здание врывается штурмовая группа. Впереди щитовой, под его защитой внутрь продвигаются остальные. Прямо противника не наблюдаю. Вдоль левой стены стоит шкаф. По прибору противника не наблюдаю.
Эта штанга зачастую полезнее автомата. Так офицерам не нужно идти в темную, рискуя напороться на очередь в упор. Кстати, дом, в котором мы сейчас находимся, по сути, трансформер. Стены у него передвижные. Это дает возможность менять планировку. Также мебель, которую мы можем встретить, все это присутствует в данных помещениях. Мы их переставляем, чтобы каждый раз сотрудники находились как в новом помещении. Чтобы не повторялись ни планировки, ни коридоры, ни ситуации, которые они должны быть прежде всего неожиданными. А пейнтбол, страйкбол помогает? Вот вы здесь, например, используете? Да, мы используем страйкбольное движение. Вот мы видим, что только что как раз случился. Да, огневой контакт пошел. Да, встретили противника и фамильных террористов. группа захвата уничтожает обнаруженных. Так, оба террориста, как мы видим, лежат с пробитой головой. Автомат у них упал. Ну, будем считать, что задание выполнено. Итак, дом взят, задание выполнено, и на этом экскурсию по Балашихинской базе ЦСН можно было бы закончить. Но есть еще одно место, куда мы не можем не зайти. Это мемориал в фойе главного здания. На гранитных плитах имена погибших сотрудников. Рядом со многими звезды героев. Традиционно первые фамилии у нас – это те, кто погибли в Афганистане. Потом, вот, о чем мы с вами говорили, тот самый наш опыт, который как раз нарабатывался ценой жизни лучших наших сотрудников. 85 фамилий на этой стене, из них 12 герои, которые получили это звание посмертно. Сейчас в память о погибших на входе в Балашихинский городок ЦСН поставили церковь Георгия Победоносца. И это символично – победоносца. Ну а рядом с церковью символ этой победы – отец, который вернулся домой живым. Он символизирует как раз вот встречу сотрудника, который вернулся со служебной командировки, и его семьи. На входе стоит не случайно. Нельзя сказать, что закладывалось в этот памятник какой-то прям такой серьезный смысл, но вот получилось так, что мы все время обращаем на него внимание. Ну а как не обращать внимания? Помните первую заповедь сотрудника ЦСН? Да, это важно, что ты из спецслужб, важно, что ты гражданин России, но еще важнее, что ты человек. Итак, на этой человеческой ноте мы завершаем первую серию фильма о работе Центра специального назначения ФСБ. И хотим напомнить, что ровно через неделю вас ждет продолжение, где мы расскажем о работе Центра на закрытых полигонах Подмосковья, в Крыму и на Кавказе, где вы увидите, как проходит подготовка боевых пловцов, как они из-под воды выходят на штурм захваченного пиратами корабля, как работают в дыму, в ночи под пулями и разрывающимися снарядами, для того, чтобы мы с вами не слышали ни этих пуль, ни разрывов снарядов. Контроль.